Раз, раз, два, два. Белые акации, цветы эмиграции. Что такое искусство? Ну, на самом деле, я же художник, занимаюсь искусством не так давно, всего 12 лет. А до этого я была дизайнер. И это был очень совершенно сознательный переход, для которого мне нужно было собираться силами несколько лет, вот, и с смелостью. Хотя у меня были вокруг люди, которые это поддерживали очень, например, моя Зоя, подруга, все равно я все время задавалась этим вопросом. И я пошла учиться, ну, как бы на вторую степень в институт, на искусство, и ко всем приставала учителям. В чем разница между дизайном и искусством? Между иллюстрацией и картиной? Скажите мне, я хочу знать, куда как бы, я вот перехожу, вот стоит ли мне? Никто мне толком ответить ничего не мог, говорили какую-то ерунду. Холст, масло, метр на 2 – это искусство, а не иллюстрация. Таких иллюстраций не бывает. Вот. Но на самом деле, конечно, это просто потребность в свободе. Когда ты не можешь уже играть в эту игру по их правилам, и ты чувствуешь в себе силы быть совершенно независимым, совершенно отдельно от общества, и чувствуешь в себе уверенность такую, что ты можешь выйти из игры, ты художник. Ну и внутренняя потребность этим все время заниматься. Единственное, чем я тут довольна. И когда человек говорит: нет, мне нужна сначала студия, нет, мне нужен мольберт, вот будет мольберт, я стану художником. Значит, вот это вот все я слышу от начинающих художников всегда. Мне нужно время, мне нужно уволиться, мне нужно переехать, мне нужно... Это все, значит, отговорки. Это должно просто идти изнутри, и ты не можешь этого не делать. И нужно продержаться 6 лет. Есть просто, да, ну, как бы период. 6 лет это делать без всякой отдачи. Не требовать продаж, не требовать выставок. Просто вот на собственном каком-то внутреннем моторе. Вот. И потом, если ты хорош и талантлив, и умен, и все, что требуется от современного художника, то оно начнет, то все, ты художник. Оно начнет само двигать себя, продаваться, выставляться. Помню, что я в начале, когда переходила из дизайнера в художники, я так хотела быть современным художником и думала, как же так вот мне выпендриться, чтобы так вот неправильно рисовать, как сейчас рисуют, неправильных пропорций людей, каких-то уродцев, значит, или не те цвета. И Зоя мне говорила: нормально рисуй, ты же умеешь рисовать, нормально рисуй. Ну, как всегда, была права. Так как у нас у всех есть этот академическое прошлое, как у всех советских еврейских детей, кто учился, кто начал в детстве рисовать, его сразу, значит, автоматом в художественную школу.
А там автоматом 4 года натюрморт с пыльной птичкой. Рука поставлена. Да, значит, ну, какие-то основы вот эти академические есть. Лучше, хуже. Но каждый русский рисовать умеет. Вот. Там уже дальше вопрос освободиться, полюбить современное искусство, потом отринуть его, пройти все эти как бы этапы, ну, принятие, отрицание, знать, в каком контексте ты работаешь, вот, все прочитать, все понять и вернуться к вот этим, ну, грубо говоря, к Репину в себе. Еще очень важно не быть в вакууме. Конечно, ты такой назвался художником, вокруг тебя никого такого нет, и ты что-то такое делаешь, зашел уже в луп, сам себя повторяешь, и находишься в каком-то там диалоге с самим собой. Это тоже не путь. Вокруг тебя должны быть художники, которых ты уважаешь, и с ними ты должен наладить какой-то диалог искренний об искусстве, а не только о карьере, деньгах и вокруг да около. Вот, у меня такое, слава богу, было и есть. Это наша группа «Новый Барбизон». Мы сами себе создаем этот художественный дискурс необходимый. Иначе это был бы вакуум, потому что то, что мы делаем в Израиле, это такая альтернативщина, ну, такой как бы андерграунд, настолько не мейнстрим. Мы, значит, женщины, художницы примерно моего возраста, нашли друг друга и, не договариваясь или договариваясь, разработали такой стиль, который теперь уже как бы группа то ли есть, то ли она нет, но стиль этот «Новый Барбизон», он есть, и его даже пытаются многие молодые художники апроприировать и работать так. Ну, это значит обобщенный реализм, примерно, так сказать, на социальные темы, то есть на темы из жизни. Основные черты его – это яркие цвета, обобщение, упрощение, коммуникативность, никаких загадок постмодернистских там нет. What you see is what you get. Все четко, ясно. И дальше уже как бы… И он более-менее свободный. Это ни в коем случае не гиперреализм. Вот. Но самое главное, что это сюжеты, взятые из жизни. Мы верим вот в нормальную картину. Это не так-то, это тебе не шуточки. Построить нормальную картину, построить в картине пространство очень-очень сложно. От этого уже давно все отказались, потому что это очень сложно. И если ты пойдешь на современную выставку живописи, то ты там пространство не увидишь. Там как бы картина, которая давно всем говорит, что я плоскость, на которой намазаны краски. И поэтому никакого тут иллюзии пространства быть не должно, и я ее не собираюсь как бы создавать. Все плоскостное. Но если это вообще фигуратив, в основном же это абстракция. В Израиле точно. Вот. Это то, что я, например, преподаю и учу. Там, 3/4 моего урока – это вот это, построить пространство в картине. И при этом оставить ее современной, экспрессивной. Ну, то есть, на самом деле, Репин никому сейчас не нужен, конечно, настоящий такой реализм. Ну, есть у каждого фотоаппарат в кармане. Поэтому все равно цель, она другая. Цель создать художественную интерпретацию, классную картину, ну, такой powerful, сильный, мощный какой-то образ, да, но при этом, ну, в нашем направлении этого ты достигаешь тем, что как бы строишь там пространство. Вот, это такой ключевой момент.
Я забыла еще сказать, что основной принцип Барбизона и нашей этой реалистичной живописи – это рисование с натуры. Вот. Это и есть главная революция, потому что все же рисуют сейчас с фотографий. Это просто всем понятно, что нужно рисовать с фотографий, это удобно. Но и так живопись умирает. Она уже на этапе рождения уже мертворожденная, я считаю. Потому что это копирование композиций, копирование цветов мертвых. В общем, все неправильно. Если ты не говоришь о фотографии, живописи, ты говоришь обычно о каком-то сюжете, и вот там уже он мертв. Вот возвращение к рисованию с натуры – это есть настоящий прорыв, потому что там все ответы, там меняется свет, там, жизнь, там человек разговаривает и себя открывает, и это происходит со временем, то есть время проходит. Само рисование с натуры и есть содержание картины. И это нам решило главный вопрос, что рисовать, которым все мучаются. Что я хочу сказать этому миру? Вышел, и все. Вот там просто выбрал. Самый главный момент – это выбрать человека. Из всех миллионов людей выбрать, кого ты рисуешь. Выбрать кусок пейзажа, выбрать, сцену. Вот. Потом уже можно режиссировать, и все, но жизнь дает тебе ответы. Это если заниматься этим реализмом и обществом. В основном делаю портреты. И я не рисую просто так людей. Еще один портрет. В этом нет смысла никакого. Я смотрю на человека, он или что-то представляет, то есть он представитель, или он ассоциативно на кого-то похож, на Солженицына, или он безумный какой-то, или он типичный хипстер, или он, в Хайфе, все персонажи, которые что-то представляют, да, в Израиле вообще сегментированное очень общество, тут все кого-то представляют, все на расы, на гетто разделены. Вот. Потом человек приходит, обычно он эту идею обогащает или разрушает, потому что он рассказывает свою историю, и я стараюсь не молчать, а это 4 часа разговора, диалога. Я какой-то частью мозга в этом разговоре участвую. Конечно, я занимаюсь в основном картиной. Вот. Это самое, и он добавляет информацию к этой моей идее. У меня есть такое качество, которое позволяет это делать. Я одновременно сноб и одновременно очень хочу всем понравиться. И я такой хамелеон. И я могу, в принципе, с любым человеком общаться. И при этом внутренне держать дистанцию. Иначе портрет невозможно писать. Потому что там куча каких-то этических проблем, когда ты боишься, вдруг ему не понравится. Вот это все должно отлететь, но ты должен его понимать. И я приглашала сюда маргинальных персонажей совершенно. Просто бандитов. Или арабского соседа, или кассиршу из Супера, да. В принципе, у нас ничего общего нет. Да, я художник, богемный персонаж. Но я в этот момент, чтобы снять с нее эту неловкость и самой тоже проникнуть в персонажа и не только думать литературными какими-то критериями, а понять, что это за человек передо мной сидит и что я рисую. Вот. Я должна прям стать частью семьи. Вот. Это от меня требует такой очень гибкости психологической. Допустим, человек, самое интересное, это, конечно, сумасшедшие фрики. Да, они могут говорить совершенно вещи расистские, сексистские. Да, я не должна в этот момент
выйти, хлопнув дверью, да? Хотя это могут быть ужасные вещи. Или это может быть просто прямой харассмент, да, приставание ко мне. Я должна как-то из этой ситуации вывернуться ради искусства и продолжать рисовать. Да, ну, чтобы человек чувствовал себя как дома, чувствовал себя свободно. Только тогда у него расслабляется лицо, он как бы является собой. Это, конечно, странная немножко тема в Израиле, некоммерческая, да, кому это как бы нужно. Зачем делать психологический портрет, когда есть фотоаппарат? Но это то, что мне в искусстве больше всего интересно во всех жанрах, и в кино, и в литературе. Прям Толстой, Достоевский. Значит, ну, с таким гротеском я люблю, с юморком. И в кино тоже мне это больше всего нравится. Прям про людей. Рассказ про людей. Вот. А потом выяснилось, что это не так уж и эзотерично, потому что пришел куратор новый Каирского музея, сделал мне огромную выставку, дал мне этаж и сказал, что это вообще очень все важно, интересно и своевременно, и релевантно. И много людей пришло, и, значит, и там всякие истории. Прямо это был поворот в моей судьбе. Совершенно я перескочила на другой уровень. Когда ты начинаешь заниматься искусством, то оно стоит у тебя на первом месте. Как бы все служит. Ты хочешь вернуться на работу в студию. Ты хочешь все, чтобы уже закончились все праздники, скорее, как бы семья, все это прекрасно, но ты как бы страдаешь, ты хочешь в студию. Вот, это, конечно, везука, да? Большое везение заниматься тем, что тебя так заводит. Ну, это привилегия. Это понятно. Есть у нас сверхзадача и даже миссия вернуть нормальную живопись. Как бы мы все встретились, и, ну, это было давно, 10 лет назад, и пришлось нам признаться, что мы не можем, мы уже на выставке не ходим на то, что как бы главенствует вот этот постмодернизм, концептуализм, скучно нам, и мы перестали вообще куда-либо выходить и что-то смотреть, что-то чувствовать там, и, в общем-то, неинтересно. Вот. И что надо что-то другое делать. И понятно, что любая наша картина – это постмодернистское произведение, потому что это 2023 год. Но все равно вот возвращение к нормальному, к коммуникативному, к простому, без вот этого постоянного загадочности, выпендрежа, значит, текста вместо живописи, антиэстетики, чтобы оно красиво было, вернуть слово «красиво», например. Ну что? Все-таки я должна как следует изучить свет.